Белок помогает замедлить процесс старения, способствует росту здоровых волос, предотвращает ломкость ногтей, помогает ускорить обмен веществ, что может способствовать поддержанию здорового веса и более стройной фигуры, способствует высокому уровню энергии, выносливости, помогает предотвратить воспаление и инфекционные заболевания, которые могут негативно сказаться на внешности и даже влияют на наше настроение благодаря выработке серотонина и других нейромедиаторов. Не вегетарианец, не сижу на диетах, все ем, сделал анализы и оказывается у меня дефицит белка. Нередко слышу такое от пациентов, которые пришли ко мне на прием. Сегодня разбираемся, почему даже если мы все едим, это совсем не значит, что наш организм это получает. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук и главный врач клиники. Человек – это белковая форма жизни. Что это значит? Дело в том, что все структуры человеческого тела, те, которые мы видим, можем потрогать руками, можем увидеть в зеркале, и те, которые мы никогда с вами глазом не увидим, все состоят из белка в том числе. Ваши волосы и ногти – это белок, это кератин. Это такая субстанция, которая, когда ее достаточно, делает волосы роскошными. Ногти при достаточном количестве белка плотные, прочные, не ломаются. Когда белка достаточно, у человека отличный синтез гормонов, потому что все наши гормоны производятся в том числе с участием белков. Плотная, прочная, упругая кожа, хорошие связки, в том числе и на лице, конечно, это коллагеновые структуры. Когда их становится мало, кожа обвисает, становится дряблой, покрывается сосудами, какими-то морщинами, складками, стремится все навстречу гравитации. Если посмотреть на тело, то животик начинает выбухать, обвисать, становится таким распластанным, появляется целлюлит, такая бугристость некрасивая. Это тоже дефицит белка. Если мы говорим про те нейромедиаторы и гормоны, которые делают человека не только красивым, но и здоровым, это тоже еще одно потрясающее свойство белковых структур. Например, у вас никогда не будет проблем ни с позвоночником, ни с формированием грыж в позвоночнике, ни каких-то проблем с забросом содержимого желудка в пищевод или проблем с суставами, если у вас достаточно белка. Вот такие чудесные свойства белка, если у вас его достаточно. Человек во все времена был склонен искать чудодейственные средства, молодильные, всякие молодильные яблоки, всякие живые воды. Сейчас человек ищет каких-то чудодейственных препаратов, каких-то таблеток или каких-то наружных средств, которые приведут к красоте, наконец-то, и к молодости. От меня, как от косметолога, вы наверняка ждете, что я вам сейчас скажу какой-то супер чудодейственный крем, который сделает вас вечно молодой и красивой. Но я вам скажу гораздо больше. Наш организм сам подсказывает, что ему необходимо для того, чтобы быть молодым и здоровым. Это белок в достаточном количестве и хорошего качества. Казалось бы, мы все едим, даем организму все, что нужно, в достаточном количестве. Но в итоге оказываемся в дефиците белка. Как же так получается? Как мы попадаем в этот дефицит белка? Когда сдаем кровь и выясняем, что там ниже 75 грамм на литр, все, что ниже 75, всегда дефицит белка. Не слушайте никого, не верьте никому, кроме меня. Тут есть тонкий момент. Бывает два дефицита белка, два пути в то, чтобы попасть в дефицит белка. Первый путь – это алиментарный путь, пищевой. То есть нам кажется, что мы доедаем нормальное количество белка. Человек говорит, ну да, я ем и курицу, и мясо, и рыбу, и творог, и какие-то чечевицы, и там прочие вещи. И тем не менее этого недостаточно. Почему так бывает? Потому что вам кажется, что вы наелись этим белком, но если посчитать, в конечном итоге для вас, конкретно для вас, этого может оказаться мало. Как не заблудиться в дефицитах алиментарных пищевых? Помните, что мясо, птицу и рыбу вы должны принимать в каждый прием пищи. Для ориентира, чтобы не сидеть с калькулятором, довольно неприятно, есть простой метод подсчета. Например, для женщины или для мужчины, у нас разный размер ладони, вот столько мяса по площади и вот столько по толщине, вот это ваша ежедневная норма в один прием пищи. Вот столько мясных продуктов вы должны употреблять. Еще один момент – это ограничительные редукционные диеты. Это всевозможные вегетарианство, веганство и прочие сыроедения, сокопитие, там много всего патологического. Момент очень серьезный в том, что если вы сознательно или ненарочно объединяете свой рацион белком, животным белком в первую очередь, вы ни из каких растительных продуктов его не наедите. Постарайтесь это понять простым методом подсчета. Если вы приняли решение
не доедать белка почему-то, посоветуйтесь с диетологом для того, чтобы доктор подобрал вам компенсацию из добавок, из других вещей, которые вы не получаете из питания. Второй путь, как попасть в дефицит белка, это плохое усвоение этого самого белка. Человек ест, мы пересдаем анализы, и выясняется, что мы особо никуда не сдвинулись. Когда такое бывает? Это бывает, если у вас есть какая-то ферментопатия, если недостаточно количество пищеварительных ферментов вырабатывается для того, чтобы правильно усвоить поступающий белок. Это бывает при многих разных состояниях, но самое неприятное – это синдром раздраженного кишечника, когда у вас поносы, когда ваш стул не оформлен, когда мы делаем такой простой анализ, он стоит очень дешево, но дает нам исчерпывающую информацию, это программа. Когда мы понимаем, что вы наели достаточное количество белка, но, к сожалению, все прошло транзитом и ничего не усвоилось. Вот это состояние тоже приводит к колоссальному дефициту белка и обязательно требует лечения. Итак, проблем больших всего только две. Это малое поступление белка с пищей, взвесьте еще раз тщательно свой рацион. И второе – это нарушение усвоения белка. Как можно узнать, есть ли у вас дефицит белка? Это можно проверить даже самостоятельно. Можно сдать анализ крови, и там вы увидите показатель, который называется общий белок. Если общий белок ниже, чем 75 грамм на литр, это дефицит белка. Еще один показатель – эозинофильно-катионный белок. Этот показатель укажет на воспаление, которое происходит чаще всего в кишечнике и мешает усваиваться всем белкам. А также еще до того, как вы пойдете сдавать анализы, посмотрите на себя в зеркало. Если вы не находитесь в состоянии еще мены или андропаузы, если вы еще молодой человек, у вас глубокие морщины на лбу, у вас глубокие носогубные складки, если у вас нарушен овал лица, если шея дряблая, если плохие ногти, если ваши волосы секутся, обламываются, если они выпадают, они тусклые и похожи на вату, такую не блестящую, это признаки дефицита белка. Если вы легко вывихиваете суставы, есть даже такое понятие привычный вывих. Если в вашем позвоночнике уже, например, диагностированы грыжи или болит спина, скорее всего, это дефицит белка. Это не специфические симптомы дефицита белка, но с большой долей вероятности могут указывать именно на него. Как питаться, чтобы избежать дефицита белка? Ешьте обязательно мясо, птицу, рыбу, яйца, бобовые. И обратите внимание на некоторые виды орехов, но обязательно употребляйте их без кожицы. То есть орехи нужно замачивать заранее, как минимум за сутки, для того, чтобы орехи принесли вам пользу, а не за счет вот этой оболочки, в которой есть фитиновая кислота, мешали употреблению, усвоению белка. Итак, завтрак – самый главный прием пищи, потому что после ночного голодания в течение часа вы должны поесть. Я научу вас очень простому и очень классному завтраку, который сохранит ваше здоровье на долгие годы. Никогда не ешьте на завтрак сладкое, углеводы, свежевыжатые соки. Никогда. Избегайте этих продуктов и еще каши. Вычеркиваем. Это должен быть питательный белковый завтрак. Белка в каждый прием пищи, а в день вы питаетесь 3 раза без перекусов, если у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и врач гастроэнтеролог не рекомендовал вам иначе, бывает такое иногда, то вы едите 3 раза в день полноценную еду, в которой содержится минимум простых углеводов, которая содержит мало вещей, которые сладкие на вкус. Это все соусы, всевозможные панировки, ну вы это знаете. Правило тарелки, разделенные на 3 части, меня выручает всю мою жизнь, моих пациентов тоже. Я всех этому учу. В тарелке вашей должно быть 3 сектора. Поделите тарелочку на 4 части. Итак, первая часть – это будет белок, это курица, мясо, яйца, рыба, морепродукты, все, что вы любите. Вторая, 4-я часть – это должны быть сложные углеводы, это должны быть овощи, желательно не крахмалистые, приветствуем всякие капусты, это даже могут быть твердые сорта каких-нибудь пшениц и их производных. И еще 2/4 тарелки должны быть клетчаткой, должны быть овощами. Это вот такая гора еды, и голодным вы точно не останетесь. Простые углеводы, то, что сладкое на вкус, всегда препятствуют правильному усвоению белка. Но если вы съели что-то сладкое, съешьте с удовольствием. Съешьте маленький кусочек. Съешьте, в конце концов, десерт, но не раньше, чем прошло 45 минут, а лучше час,
но не больше, чем 2 часа после приема основной пищи. Тогда вот этот сладкий кусочек даст минимум гликации и даст возможность вашему организму усвоить максимум белка из съеденной пищи.